Привет! В Европе за нарушение этих правил вас могут крупно оштрафовать. Это видео будет полезно всем путешествующим на автомобиле или мотоцикле по странам Еврозоны. В этом ролике речь пойдет о платных дорогах, вы узнаете, какие дороги платные, какие системы оплаты дорог существуют, какие методы оплаты дорог применяются в разных странах. Досмотрите до конца и вы узнаете, как проложить оптимальный маршрут, и в конце видео вы получите еще один полезный инструмент для планирования расходов на своем маршруте. Меня зовут Андрей Гончаров, не будем терять время, погнали! Строительство дорог с давних времен было очень затратным мероприятием. Чтобы компенсировать стоимость строительства, начали брать деньги с пользователя. И первыми брать плату за проезд по дороге додумались еще в древнем Вавилоне. В Европу эта идея пришла в 15 веке, а первой страной в современном мире, которая ввела плату за пользование автомагистралями, стала Италия. Еще в 1924 году, вдумайтесь, почти 100 лет назад, Италия запустила первую платную автомагистраль. Ходят слухи, что компании, которым государство делегировало управление автодорогами в Италии, связаны с итальянской мафией, но это не точно. Далеко не все дороги в Европе платные, есть целый ряд стран, в которых они бесплатные, то есть абсолютно, даже по праздникам, даже по выходным, например, Германия, там единственное могут взимать плату за проезд через туннели. Что же такое платные дороги, как за них платить, в каких странах они есть? Давайте разбираться. Чаще всего платные дороги — это скоростные автомагистрали. Реже туннели, еще реже мосты. Платные дороги есть во многих странах Евросоюза. В зависимости от страны и региона цены могут варьироваться. Поэтому очень важно проверить информацию о том, будут ли у вас на маршруте платные дороги или нет, до начала поездки. Потому что штрафы могут достигать нескольких тысяч евро. Есть два принципиально разных подхода к получению оплаты за дороги. В первом случае ты платишь только за отрезок пути, который проехал. Это может быть фиксированная оплата при въезде на дорогу, как, например, в Хорватии. Либо, как это чаще происходит, как в Италии, ты берешь в начале отрезка билетик, с ним едешь до того съезда, который тебе нужен, и оплачиваешь только тот участок дороги, по которому ты проехал. Ты вставляешь билетик в специальный автомат, который рассчитывает стоимость. Ты платишь либо картой, либо наличными. Шлагбаум открывается, и ты поехал дальше. Стоимость проезда предсказать трудно. Поэтому мы в своих путешествиях просто принимаем среднюю температуру по больнице 10 евро на 100 километров платных дорог. И примерно понимаем, если нам ехать по Италии 500 километров, то мы закладываем 50 евро на дороге в один конец. Второй подход к оплате за пользование платными дорогами – это оплата за время их использования. В Словении, например, это неделя, месяц и год. Свидетельством того, что ты оплатил это самое время, является виньета, которую нужно купить до въезда на платную магистраль. В некоторых странах это выглядит как налепка на стекло. Например, в Австрии. Вот так я покупал австрийскую виньету на словенской заправке. Мы на словенской еще заправке. И сейчас купим австрийскую виньету. Заодно заправимся, потому что не знаю, какая стоимость сейчас топлива в Австрии. И заодно все узнаем уже совсем скоро. Здраво. 29 па австрийска винета минимально просим. Окей. Super, najlepša hvala, nasvidenje. Винету надо разместить на стекле. А если купить и не разместить, на стекле, не приклеить, то могут оштрафовать. Поэтому мы ее приклеиваем. Вот так это выглядит. Важно, что нужно не выбрасывать вот корешок, который остался у вас от виньеты, а сохранить его, потому что в случае проверки без этого корешка вас могут
опять же оштрафовать. В той же Словении еще в прошлом году продавали такие налепки, но сейчас и Словения, и многие страны переходят на электронную систему приема таких платежей. И сейчас я вам покажу, как купить электронную виньету в Словении. Ну что ж, сейчас попробуем купить электронную виньету на славянском сайте. Для этого переходим на сайт evineta.dars.si. Здесь выбираем нужный нам язык. Тут написано, что такое виньетка, ценовые классы. Я буду покупать виньету для одного из своих автомобилей на год. Поэтому выбираю годовая e-виньетка, 110 евро, купить. И здесь нет русского, есть только английский и славянский. Ну окей, пошли на английском покупать. Пишем свой электронный адрес, по которому придет счет. Если вы приехали на автомобиле не со славянскими номерами, здесь вы выбираете номера. То есть, если вы приехали из Украины, выбираете УА Украина. Если вы приехали из России, выбираете Россия, Беларусь, Беларусь, КЗ, Казахстан и так далее. У меня номера славянские на автомобиле, поэтому выбираю Словения. Здесь важно правильно написать номер. Не нужно писать никаких дефисов, никаких дополнительных обозначений, только буквы латинские и цифры. Я буду покупать виньету для автомобиля с номерным знаком Любляна 01 ЗФР. Это наш домашний автомобильчик. Любляна 01 ЗФР нужно повторить. И нужно выбрать, когда виньета начинает действовать. Предыдущая виньета была со сроком действия 1 февраля. И важно понимать, что 1 февраля это последний день, когда она действует. То есть мне нужно покупать не с 1, а со 2 февраля 2023 года по 22 февраля 2024. И вот с 0 часов завтра, 2 февраля, она начинает действовать. Добавляем в корзину. Галка о том, что я хочу, чтобы мне за несколько дней до истечения этой виньеты пришло оповещение на email. И вторая галка о том, что я хочу, чтобы мне на телефон пришло оповещение. Далее выбираем метод платежа. Мы можем оплатить картой через PayPal, местная система mBills, вряд ли она у вас есть, через банковский трансфер, но тогда виньета должна стартовать не раньше, чем через 4 рабочих дня. Поэтому сейчас эта опция недоступна. Я буду платить через PayPal, соглашаюсь с правилами и условиями, нажимаю кнопочку, авторизуюсь в PayPal. Теперь вы можете на своем рабочем столе в этой системе, здесь вы видите и документы, и счета. Отсюда можно скачать и распечатать и положить в машину вашу электронную виньету. Она и так будет в системе, вы можете ее там скинуть себе на телефон, не обязательно ее печатать. Ну вот так она выглядит, собственно. Если вы берете автомобиль на прокат, то, как правило, виньета уже включена в стоимость. Очень хочу надеяться, что теперь у вас не осталось вопросов о платных дорогах, а если остались, то смело пишите их в комментариях. И не спешите выключать этот ролик, потому что я вам обещал показать удобный инструмент для планирования расходов на платные дороги. И вот этот сайт, на который мы прямо сейчас переходим, я вам покажу, как все работает. Итак, переходим на tollsmart.com. Здесь выбираем Free Toll Calculator for Cars. Окей. И здесь пишем, откуда, куда мы едем. Вот, например, Любляна, Словения, Малага, Испания. Подтверждаем, ждем. Та-дам! У нас есть 3 варианта маршрута. Первый длиной 2436 километров и приблизительно 24 часа в пути. Второй 2469 километров, примерно 24 часа в пути. И третий 2742 километра, 27 часов в пути. При этом в первом варианте мы потратим 113,90, во втором 184,40 и в третьем 78,40 евро. И можно посмотреть на каждом маршруте. Вот смотрим, мы едем через Италию, и вот в Словении мы купили виньетку, далее мы в Италии проехали кусочек платный, далее мы еще большой кусок платный в Италии проехали, потом по Франции целая куча платных дорог, чуть-чуть еще по Франции, и потом по Испании бесплатная дорога до самой Малаги. Вот такой очень простой, очень быстрый ресурс для примерной оценки стоимости вашего перемещения по платным автодорогам. Крайне рекомендую, а мы погнали дальше. На этом все. В следующем видео я расскажу о парковках в Европе. И чтобы не пропустить, вы знаете, что делать. Если этот ролик вам зашел, вы тоже знаете, что делать. Всех обнял. Пока. Чаще всего платные дороги – это скоростные автомагистрали. Реже туннели, еще реже мосты.
Спасибо, скорая помощь или кто-то там просто поехала.